Около 390 года нашей эры на окраине Римской империи в провинции Скифия родился Флавий Аэций. Отцом его был Гауденций из местной знати, а мать богатой и знатной женщиной. Еще ребенком Аэция отправили в Рим ко двору императора, затем будущий военачальник был заложником у вестготского короля Алариха. Того самого Алариха, что учинил разгром Рима в 410 году. Находясь в этих вынужденных командировках, он изучил военное дело, нравы и обычаи варваров, что помогло ему в его военной карьере. Интересно, что в плену у гуннов Аэций встретился с Аттилой, будущим лидером гуннов и своим противником в битве на Каталаунских полях. Через несколько лет будущий полководец вернулся в Рим. Историк Григорий Туркский оставил нам описание Аэция. Он был среднего роста, крепок, хорошего сложения, то есть не хилый и не тучный. Бодрый, полный сил, стремительный всадник, искусный стрелок из лука, неутомимый в метании копья, весьма способный воин и прославлен в искусстве заключать мир. Молодой человек погрузился в полную интриг жизнь в Риме. Когда Валентиниан пришел к власти, Аэций был назначен главнокомандующим в Галлии. После успешных кампаний против германских племен Аэцию в 429 году была пожалована высшая должность главнокомандующего войсками. Победив Бонифация, крупного римского полководца и политика того времени, Аэций стал у руля внешней политики империи. Он заключил мир с вандалами, наладил подвоз продовольствия из Африки, подавил масштабное антиримское восстание в Галлии и Испании. Провел удачные кампании против бургундов и вестготов. Тем временем с востока надвигалась буря. Кочевники-гунны, появившиеся в Восточной Европе в конце IV века, быстро стали силой, с которой приходилось считаться всей Римской империи. После нескольких удачных походов на восток и в Византию новый хан гуннов Аттила обратил свой взор на богатые провинции Западной Римской империи. Формально претендуя на руку сестры императора и требуя себе в качестве приданого половину империи, Аттила собрал большую армию, состоявшую не только из гуннов, но и из покоренных германских племен. В 451 году гунны перешли Рейн. Аквитанские вестготы, объединившись с римлянами под командованием Аэция, отбросили их и подвластных им союзников в битве на Каталаунских полях. Сражение началось днем и закончилось поздней ночью победой римлян. Аттила был вынужден отступить в укрепленный лагерь, поле боя осталось за Аэцием. Потери с обеих сторон были ужасающими. Римляне и Аэций не стали развивать успех, опасаясь, как бы после разгрома гуннов вестготы не стали слишком могущественными. В результате на следующий год Аттила вторгся в Северную Италию. Но его остановили голод, болезни, имперские подкрепления с востока и дипломатия папы римского Льва I. Чуть позже Аттила взял себе новую жену и в брачную ночь умер от разрыва кровеносного сосуда. Современники и потомки были настолько поражены ордами гуннов, грабившими империю, что за Аттилой прочно закрепилось прозвище «Бич Божий». Интересно, что среди германцев, племена которых были покорены гуннами, мы встречаем образ Аттила как справедливого и добродетельного короля. Победитель Аттила Аэций ненадолго пережил своего врага. Он был убит лично императором Валентинианом III, которому служил все это время, став жертвой интриги римского сенатора. Историк Прокопий Кесарийский приводит интересный факт. Когда Василевс спросил одного знатного римлянина, хорошо ли он сделал для себя, убив Аэция, он ответил, что он не может знать, хорошо ли это или нет, но что очень хорошо знает, что Василевс левой рукой отрубил себе правую. Вскоре погиб и сам император. В феврале следующего года за Аэция отомстили два бывших его оруженосца, Гот Аптила и Фравстила. Так закончилась жизнь последнего римлянина, человека необычного и не лишенного недостатков, но верного сторонника Рима. Он уберег западную цивилизацию от разрушения Аттилой. Однако саму империю спасти не смог. Через год после смерти Аэция Рим был разграблен вандалами. И всего через четверть века даже формальная императорская власть в Риме исчезла. Последний император Западной Римской империи Ромул Августул лишился трона.